Перед началом ролика я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И побыстрее, иначе Автоботы автоботы захватят мой канал. Это мальчик-психопат по имени Икакава, который всегда читает детективы. В этот раз его одноклассник случайно задел его, и теперь Икакава хочет его убить. Он думает, я хочу убить всех вокруг. Затем он смотрит на девочку, которая теперь стала его следующей целью, Ямаду. Ямада самая красивая девочка в классе. И все, чего он хочет, это чтобы ее красивое тело лежало мертвым. Начинается обеденный перерыв, и Икакава встает и идет в библиотеку. Открыв дверь, он видит Ямаду, которая сидит за столом и ест рисовые шарики. Он тихо проходит мимо Ямады, но удивляется, когда она что-то говорит ему с набитым ртом. Не совсем понимая, что происходит, он отвечает «да» и заходит в библиотеку. Он прячется за книжной полкой и внимательно наблюдает за Ямадой. Она открывает большую пачку чипсов. Она начинает их есть. Пока она ест, она что-то напевает и стучит по столу. И Какаве это надоедает, и он решает убить ее прямо здесь. Но в следующее мгновение он видит, что она начинает работать над проектом. Она ищет нож для резки бумаги в своей коробке, но его там нет. И Какава думает дать ей свой нож, но сомневается. Что если она спросит, зачем он его носит? Какой же он придурок? Но потом он видит, как она рвет бумагу руками. Тогда он предлагает ей свой нож. Она благодарит его, и он краснеет, услышав это. Затем он снова прячется за книжной полкой. Теперь Ямада использует его нож, чтобы закончить работу. Закончив, она случайно кладет его нож в свою коробку и уходит. Он хочет остановить ее, но видит, как ее подруга отчитывает ее за то, что она ест на ходу. Ямада подбегает к Икакаве и отдает ему пачку чипсов. Сначала он думает, что она отдает ему свои остатки еды, но она доедает чипсы и отдает ему упаковку, чтобы он выбросил ее. На следующий день Икакава приходит в класс, думая о своем канцелярском ноже. Он видит его на своем столе и понимает, что нож теплый, значит, Ямада держала его в руках. Держа в руках нож и думая о том, чтобы снова ее убить, он удивляется, когда понимает, что она знала, где лежит его нож. Позже учитель объявляет, что пора начинать презентацию. Икакава слышит, как Ямада говорит, что это не та таблица, которую она сделала вчера. Ее подруга говорит, что там был беспорядок, и она переделала все заново. Но это злит Икакаву. Он думает, сучка, как ты могла. Ямада так усердно работает. А Ямада просто улыбается, когда ее подруга говорит это. Теперь, когда группа Ямады выступает с презентацией, Икакава замечает, что она выглядит очень грустной. Когда он выходит, чтобы выступить со своей группой, он видит, что Ямада даже плачет, потому что ее работу пришлось переделывать ее одногруппникам. Он думает, она всегда такая спокойная и счастливая, но скрывает свои чувства. В этот момент мимо пролетает вертолет, и все смотрят в ее сторону. Микакава думает, что ему нужно их отвлечь. Он рвет свой проект канцелярским ножом, чтобы никто не заметил, что она плачет. Он отвлекает внимание всех от Ямады. Его партнер по группе ругает его, и ему становится неловко, а Ямада снова улыбается и спрашивает про вертолет. Позже он видит, что Ямада сидит на коленях у своей подруги и веселится. Ее подруга говорит, что пора поменяться местами, и теперь Ямада с удовольствием сидит на коленях у подруги. Ямада говорит, ты такая тяжелая. Он слышит, как его одноклассник обсуждает свои грязные мысли, представляя, что Ямада сидит на коленях у своего парня. Это злит его, и он думает, я хочу его убить. Его одноклассник Кентер рассказывает, что ему нравится девушка по имени Хара, она полненькая. Позже, снова увидев Ямаду в библиотеке, он молча заходит туда. Хара тоже появляется и говорит, что ее попросили прийти. Ямада жует жвачку и начинает разговаривать с Харой. В этот момент приходит Кента, чтобы встретиться с Харой. Они оба молча сидят и краснеют. И Какава думает, признается ли Кента в своих чувствах Харе. Ямада начинает разговор, но они краснеют, и она понимает, что ей не стоит здесь находиться. В этот момент и Какава случайно роняет книгу. Ямада говорит, что это кошка, и просит его мяукнуть, но у него получается очень плохо. Ямада уходит в подсобку, чтобы показать ему, как мяукают кошки. Они слышат, как Хара говорит, что это похоже на кошачью драку. Ямада просит его мяукнуть вместе с ней, и они оба начинают смеяться. Потом они уходят вместе, и Ямада вздыхает, говоря, что дело сделано. Она уходит, сказав пока. По дороге домой Икакава видит магазин с журналами. Вспомнив, что Ямада работает моделью, он решает посмотреть, в каком журнале она снимается. Он заходит в магазин в повседневной одежде. Как только он замечает журнал, он видит Ямаду в повседневной одежде и быстро прячется. Две девушки заходят, чтобы купить журнал. Ямада пытается привлечь их внимание, но они пугаются и уходят. Она кладет журнал на прилавок, чтобы привлечь внимание, но продавец убирает его, и она разочарованно уходит, а Икакава наблюдает за ней. Позже дома он открывает купленный журнал и видит ее. Он начинает рассматривать ее фотографии и думает, что на них она совсем не похожа на себя. Внезапно он кое-что понимает и выбрасывает журнал в мусорное ведро. Лежа на земле, он думает, почему она так волнует его, если он хочет ее убить. На следующий день по дороге в школу он видит Ямаду с каким-то парнем. Он задается вопросом, не ее ли это парень, и чувствует себя расстроенным, но потом видит, что парень просит у нее номер телефона. Она придумывает отговорку, не желая давать ему свой номер. И Какава думает, какой же он придурок, что не оставляет ее в покое.
Внезапно они останавливаются, и парень просит у нее номер телефона. Она пытается уйти, но он хватает ее за запястье и не отпускает. Она говорит: «Ладно, я дам тебе свой номер». И Какава наблюдает за этим, но говорит себе, что ему все равно. Внезапно, в порыве злости, он толкает свой велосипед с холма, и тот падает в воду. Все оборачиваются, и Ямада может уйти от парня. Ее друзья подходят сзади и говорят, что это Икакава столкнул велосипед. Ямада спрашивает его, зачем он это сделал, и он неловко отвечает, что случайно нажал на газ вместо тормоза. Она смеется над этим и говорит, что он забавный. Позже в библиотеке Икакава снова наблюдает за Ямадой из-за книжных полок. Ямада открывает пачку конфет, в основном для детей. Затем она встает и идет за водой. Но когда возвращается, понимает, что пролила воду по дороге. Она снова идет за водой. Икакава замечает, что она устроила беспорядок, и начинает вытирать пол. Она возвращается и говорит, что собиралась потом вытереть, но понимает, что перемена скоро закончится, и снова убегает. Икакава думает, почему она просто не взяла стакан, чтобы набрать воды. Он смотрит на нее, потом бежит в класс, берет стакан и возвращается. Но потом понимает, что Ямада взяла не стакан, а миску. Она пробует конфету и очень радуется. Икава притворяется, что стакан был для него. Когда он допивает, она отдает ему свой мусор, говоря, что он может его выбросить. Позже на уроке ей становится жарко, и Моко помогает ей обмахиваться. Ямада, Моко и другие обмахиваются друг другу. Кобаяши случайно задевает Ямаду, и она кричит на него. Икава удивляется, почему Ямада ест одна, хотя у нее много друзей. Он даже думает, не собирается ли она убить его в библиотеке. Затем мы видим, как Ямада сильно потеет, а мальчики обсуждают ее нижнее белье, что шокирует Икаву. Его одноклассник Адачи решает подсмотреть за Ямадой. Икава роняет нож, чтобы остановить его, и это срабатывает, он пугает Адачи ножом. Затем он выходит из класса и видит, как подруга Ямады Кобаяши катает ее на спине. Он думает, что Кобаяши – парень Ямады, который всегда заботится о ней. Позже в библиотеке, пока он читает и обмахивается веером, Ямада снова ест чипсы. Когда он смотрит на нее, она спрашивает: «Эй, можно я возьму это?» Он протягивает ей веер, и она начинает им обмахиваться. Она говорит, что от веера так хорошо пахнет, и просит его подойти и понюхать. Он подходит ближе и чувствует запах ее купальника. В этот момент ей звонит Кобаяши, и она просит Икаву сесть и помочь. Когда приходит Кобаяши, она выглядит рассерженной и спрашивает про Ямаду. Она садится и говорит, что Ямада всегда ест чипсы одна, потому что у нее аллергия. Однажды, когда она была у меня дома, она долго не выходила из ванной. Я заглянул туда и увидел, что она ест чипсы в коридоре. У нее странные представления о заботе обо мне. Она начинает хвалить себя. Услышав это, Ямада выходит из ванной, и они уходят вместе. Приближается фестиваль культуры, и весь класс занят подготовкой к нему. Ямада просит его помочь с оформлением плаката. Он соглашается. Он советует Харе, как лучше оформить плакат, но отвлекается на ее внешность. Когда он пытается рассмотреть ее поближе, Ямада пугает его, неожиданно выпрыгивая из-за угла. Кобаяши говорит ей, что ей нужно больше тренироваться, и они уходят. Он продолжает работать с Харой. Когда она заканчивает, она уходит, чтобы вылить воду из ведра. Ямада заходит и видит рисунок с ее фамилией на надгробии. Все подходят и спрашивают, кто это написал. И Какива удивляется, неужели это написала Хара, потому что она, наверное, ненавидит Ямаду. Адачи хватает его, подозревая, что это он написал. Чтобы избежать ссоры между двумя девушками, Икакива признается, что это сделал он. Адачи хочет подраться с ним, чтобы произвести впечатление на Ямаду. Но, к счастью, приходит Хара и говорит, что это она написала, потому что писала обычные фамилии. Теперь Икакива помогает ей стереть надпись. Ямада садится рядом с ним и извиняется, понимая, что он защищал Хару. В этот момент Кобаяши зовет ее, и она уходит. Хара говорит, что без фамилии они выглядят как куски тофу. Поэтому Икакива пишет свою фамилию на надгробии и идет мыть руки. Ямада пугает его, спрашивая, не страшнее ли она с настоящей кровью. Икакива показывает ей, как сделать так, чтобы краска выглядела как настоящая кровь. Она приближается к нему, и он ставит на нее метку, а потом уходит. Начинается фестиваль культуры, и Кагава замечает Ямаду с друзьями. Он думает: в такие дни я всегда один. Харуя идет с какими-то парнями, и они вместе с девочками решают прогуляться. И Кагава решает пойти за ними и вспоминает, что Харуя не такой уж плохой, ведь он помог ему починить велосипед. Он идет за ними, но в итоге теряет их из виду. Он уже собирается зайти в комнату, когда сзади подходит Ямада и говорит: «Пойдем внутрь». Ямада удивляется, увидев карту их города. Она садится и показывает свое место. Затем спрашивает Икагаву, где он живет. Он показывает, и она говорит: «Твой дом недалеко от моего». Он говорит: «Я сфотографирую».
Амада достает телефон и делает селфи, когда хотел сфотографировать карту. На следующий день мы видим, как Акагава рисует героя для своей истории. И героиня уже готова. Затем он смотрит на Ямаду и не сводит с нее глаз. Позже мы видим его в кабинете медсестры из-за головной боли. Она говорит ему отдохнуть. Затем он видит ботинки Ямады и пытается убедить себя, что они могут принадлежать мальчику из другого класса. У него начинает болеть голова, и медсестра говорит ему отдохнуть и уходит. Он в шоке, когда видит, что Ямада лежит на соседней кровати. Он думает, это лучший шанс убить ее. Но тут она просыпается и спрашивает, что случилось. Он говорит, что у него болит голова. Она говорит, что у нее болит живот. Затем она пытается что-то достать из кармана. Там много конфет, и она достает из них таблетку и дает ему. Он берет ее и видит, что чашка мокрая, и понимает, что Ямада уже пила из нее. Он пытается проглотить таблетку, но Ямада пугает его, и он быстро проглатывает ее. Он возвращается в постель и замечает, что она забыла свою футболку. Он хочет потрогать ее, но сдерживается, чтобы не проявить любопытство. В этот момент заходит медсестра и видит футболку. Она бросает ее Икакаве и говорит, чтобы он вернул ее Ямаде. Ему очень нравится запах этой футболки. После того, как он отдохнул, он идет в класс. Он видит Ямаду и хочет вернуть ей футболку, но она торопится. Кобаяши спрашивает, и она отвечает, что оставила свои конфеты в кабинете медсестры. Позже в классе Икагава продолжает писать рассказ, а девочки болтают. Мальчики предлагают девочкам сыграть в извращенную игру, и Икагава расстраивается. Адачи подходит к девочкам, и они смотрят на него убийственным взглядом, поэтому он меняет тему, говоря, что может сказать, насколько они здоровы по их ногтям. Затем он комментирует их и уходит. Затем мальчики решают, как задать извращенные вопросы. Адачи дает Икакаве письмо для Ямады. Он думает, что Адачи написал что-то извращенное. Он подходит к Ямаде и отдает ей письмо. Когда она открывает его, ее лицо светлеет. Он отдал ей свой рисунок. Он выходит и видит, что Адачи написал Ямаде, чтобы она дала ему свой номер, но ничего неприличного в этом нет. Он возвращается в класс и слышит, как Адачи придумывает новый грязный план для девочек. Адачи снова подходит к девочкам и говорит: «Давайте поиграем в игру». Икава представляет, как Ямада отреагирует на грязные шутки Адачи. Адачи говорит девочкам: «Давайте по очереди возьмемся за мой кулак», чтобы узнать, как девочкам нравится, когда ими управляют. Моко спрашивает: «Значит, ты хочешь трогать нас ради игры?» Чтобы развеять ее сомнения, он зовет мальчиков. Один из парней, дотронувшись до его руки, показывает, что хочет, чтобы им управляли сзади. Теперь первая девочка дотрагивается до него, и на весах появляется надпись игрушки. Моко, держась за руку Кобаяши, показывает, что она любит секс втроем. Следующая девочка дотрагивается до него ногой, что означает, что ей нравится фуд-фетиш. Хикигава наблюдает за ними и начинает интересоваться, когда настанет очередь Ямады. Ямада готовится к своей очереди. В это время девочки узнают о своей извращенной игре, а Ямада пытается надеть рубашку. Позже в библиотеке Икава размышляет о развратной игре Адачи. Ямада заходит в комнату и пересчитывает свои конфеты. Она подходит к нему, потому что нескольких не хватает. Она берет его за руку и открывает ее, но ничего не находит. Он падает на пол, думая о том, что она хочет управлять своим партнером. Тогда она говорит: «О, они были у меня в кармане». Начинается тренировка по баскетболу. Ямада веселится с Кобаяши, и учитель просит их сосредоточиться. После этого, когда все разогреваются, Икава смотрит на Ямаду, думая, когда у него будет шанс убить ее. Он думает о ней и получает удар мечом, из-за чего злится и пытается ударить в ответ. Но увидев Ямаду, он останавливается. Он отдает ей мяч, и она уходит. Пока все играют, он сидит в углу. И тут он замечает, что Ямада пристально смотрит на него. Как раз в этот момент в нее попадает мяч. Но потом она быстро встает. Какова думает, что она смотрела прямо на меня. На следующем втором кадре мы видим, что у нее идет кровь, а рядом ее друзья с салфетками. Он снова замечает, что она смотрит на него. Тренер говорит: «Давай сходим к медсестре». Подруга Ямады злится на девочку, которая ее ударила. В то время как Икакава направляется в комнату медсестер. Он бежит проверить, все ли с ней в порядке. Он заглядывает в кабинет медсестры, где ей оказывают медицинскую помощь. Он бесшумно входит внутрь и находит место, где можно спрятаться. Он прячется под ее кроватью, ему становится не по себе при виде крови. Тренер передает Ямаде телефонный звонок ее матери. В то время как Икакава слушает его. Она начинает плакать и звонит. Ее слезы падают на его руки, и слезы автоматически текут из его глаз. Она случайно роняет свой бумажник, и Икакава видит картинку, которую он нарисовал. Он вспоминает все моменты, проведенные с ней, и в этот момент понимает, что она ему действительно нравится. Вернувшись в класс, все грустят после того, что случилось с Ямадой. Адачи приходит и говорит, что у меня есть образцы крови Ямады. Икакава хочет что-то сказать Адачи, но останавливается, так как у него на рубашке следы крови. На следующий день Ямада идет в школу, и все спрашивают, что с ней случилось. Она устала объяснять это так много раз. Так что Кобаяши пишет причину, по которой ей наложили повязку. А потом ее друзья рассказывают, как они волновались. Ямада расчувствовался и обнял Кобаяши, сказав: «Слава богу, что мой нос не искривился». В то время как Икикава наблюдал за ней. Позже он увидел, что Ямада плачет в полном одиночестве. Она убежала из магазина салфеток. И так он решает положить ей в рюкзак салфетки. А потом пишет: «Не стесняйся пользоваться, но кажется, это ловушка». Когда Ямада заходит в класс, она видит на столе много салфеток. Он думает, что это будет выглядеть менее подозрительно. Она открывает
открывает пачку чипсов и ест, вытирая руки салфетками. На следующее утро, когда Икакава идет в школу, он все думает о Ямаде. Он заходит в класс и идет к своей парте. Садясь за парту, он думает, нравится ли ему Ямада на самом деле. Затем он смотрит на Ямаду, которая разговаривает с друзьями. На перемене, когда он ест, он замечает, что какая-то девочка смотрит на Ямаду. В этот момент Ямада незаметно кладет молоко в свой рюкзак. Но позже в библиотеке она достает пакетик, который собирается добавить в молоко, чтобы сделать пураши. Она разрывает пакетик, и Икакава думает, что ей нужна миска, чтобы все перемешать. Он останавливает ее и говорит, что можно взять миску в кабинете домоводства. Она говорит: ладно, сходи за ней. Он бежит за миской, но она останавливает его и говорит: я пошутила. Они вместе идут за миской. Когда они приходят туда, кабинет закрыт. Она собирается добавить смесь, но он говорит нет. Они идут в лабораторию, и Икакава сначала отмеряет ингредиенты, а потом добавляет их в молоко. Ямада смеется над тем, что он делает. Когда он заканчивает, он отдает ей миску, и она начинает мешать. Как она и сказала, говорит Икакава, у нас нет ложки. Тогда Ямада берет свой палец, окунает его в соус и дает попробовать пирачи. Когда он говорит, что вкусно, она начинает есть. Вдруг она проливает соус, потому что в комнату заходит учитель и спрашивает, что они делают. Икакава говорит, что ничего, но учитель видит, что Ямада кашляет, а весь соус разлит на полу. Позже, когда они убираются, Икакава видит, что к Ямаде подходит девушка. Когда она пытается заговорить, у нее падает тряпка для уборки. Когда приходит Кобаяши, она забирает ее, чтобы та подняла тряпку. Появляется Ешида и спрашивает: ты еще не извинилась? Рин отвечает, что не хотела этого делать. Икакава думает, что никогда не мог терпеть такие ссоры. Они начинают драться, и Рин убегает. Позже, когда Ямада, как обычно, ест в библиотеке, Икакава замечает Рин и думает, что она пришла извиниться. «Наверное, мне лучше уйти». Но Ямада останавливает его. Она показывает ему, как поменяла лицо на плакате за ее спиной, но он думает только о том, как бы уйти, чтобы Рин могла поговорить с ней. В этот момент она говорит: давай сделаем фото. Он неохотно соглашается, но потом убегает. Яшида останавливает его и просит успокоиться. Теперь они молча наблюдают за ними. Ямада звонит Рин и рассказывает ей о приложении для обмена лицами. Рин подходит ближе, и Ямада говорит: давай сделаем фото. Она делает селфи, и их лица меняются местами. Рин спрашивает: почему ты так странно выглядишь? Ямада отвечает, что выглядел бы еще страннее, если бы не ударился носом. Рин вдруг чувствует себя виноватой и говорит: прости, что я тогда попала в тебя мечом. Ямада спрашивает: это была ты? Ничего страшного. Икакава подумал, что она даже не заметила. Ямада пытается поделиться чипсами, но они закончились. Потом она пытается достать конфеты, но выпадают только леденцы. Ешида подходит и начинает собирать обертки, а они ей помогают. Потом Ямада радостно уходит, и обе девочки извиняются друг перед другом. После школы, когда Икакава идет домой, он думает, что все беспокоятся о том, что у Ямады сломан нос. Потом он вспоминает, что она все-таки модель. Пока он размышляет, из магазина выходит Ямада. Она подбегает к нему и говорит: «Хочешь меня подвезти?» И так как он не может отказать ей из-за ее милого личика, он говорит: «Хорошо, садись». «Куда ты хочешь поехать?» – спрашивает она. «В закусочную». Он смотрит на нее, пока она садится. «Подожди, я кое-что забыла». Она достает папика и разламывает его. Он думает: никогда бы не подумал, что буду есть папика с девушкой. Но она дает ему только крышку, и он неохотно берет ее, думая: да, это Ямада. Чего еще я мог ожидать? Теперь он едет на велосипеде. По дороге Ямада говорит ему: мне придется уйти из баскетбольного клуба, потому что я получила травму. Теперь мне запрещено играть. Затем она говорит: я думаю вступить в клуб обработки данных, в котором состоит Икакава. Он отвечает: да. Она громко говорит: скажи хоть что-нибудь. Он даже не замечает, что его сердце бьется быстрее. В этот момент он видит знак «Стоп» и полицейский участок. Он представляет, как подходит полицейский и говорит: вы нарушаете закон, катаясь вдвоем. Люди обвиняют Ямаду в том, что она катается с одиночкой. Ее мама плачет, и Ямаде пришлось бросить модельный бизнес из-за этого. Но потом он оборачивается и видит Ямаду. Она спрашивает, что случилось, а он отвечает, что ничего, просто увидел ее такой беззаботной. Ему хочется хоть на мгновение стать таким же. В этот момент загорается зеленый свет, и Икакава беззаботно едет на велосипеде, думая, что иногда слишком много думает. Когда они приезжают на место, она говорит: я отдам тебе половину папика. Он берет его и отдает ей крышку, как она и просила. Она улыбается, берет ее и уходит, говоря пока. На следующий день в школе учитель спрашивает, кто бросил обертку от снека в мусорку в библиотеке. Ямада играет со стирательной резинкой, а Икакава спрашивает, кто это мог быть Ямада. Она отвечает: я никогда ничего не выбрасывала, это не могла быть я. Учительница говорит: подойдите ко мне в кабинет после уроков. Она спрашивает:
что я сделала. А Икакава дразнит ее. После уроков Икакава заглядывает в учительскую. В этот момент появляется Ямада и спрашивает, что ты здесь делаешь? Он отвечает, просто проходил мимо. Она говорит, пойдем со мной, мне страшно. Они заходят в кабинет. Он говорит, я здесь, чтобы понаблюдать. Учительница ругает ее, говоря, что в школе нельзя есть снеки. Икакава говорит, что она никогда не признавалась, что принесла снеки, и убеждает учительницу. Затем он говорит, теперь мы уходим. Учительница останавливает его, говоря, я никогда раньше не видела, чтобы ты так много говорил. Когда они выходят, она говорит, выбери одну конфету. Он думает, что только одна из них конфета. Он выбирает жвачку, а она убегает, улыбаясь. Она останавливается и говорит, давай поговорим как друзья. Он крепко сжимает ее, удивляясь, что она это сказала. Наступили выходные, и мы видим магазин с бургерами. И Какава сидит там. Его сестра подходит и говорит, спасибо, что пошел со мной. Он думает, она меня сюда притащила. И тут он замечает Ямаду, который тоже смотрит на него. Она и ее друзья сидят позади него. Он пытается прислушаться к их разговору, пока Ямада болтает с друзьями. Его старшая сестра говорит, ешь больше, ты выглядишь как девушка на диете, и это его смущает. Он уходит со словами, я пойду куплю что-нибудь. Ямада идет за ним и говорит, осторожно. Она добавляет, это была твоя сестра. Она очень милая. Она смотрит в меню и говорит, я возьму мороженое, но потом вспоминаю, что у меня нет денег. Я схожу за ними, увидимся. Он заказывает мороженое и вдруг понимает, что она спустилась вниз только для того, чтобы поговорить с ним. Но потом мы видим, как он покупает мороженое, чтобы отдать ей. Внезапно она появляется, и он хочет отдать ей мороженое, но она говорит, ты что, повторяешь за мной? И уходит. На следующий день Икава думает о типичных школьных экскурсиях. Пекарня, издательство, скучно. Чего он действительно хочет, так это посетить морг или место преступления. Учитель говорит, соберитесь в группы по 6 человек и идите выбирать, куда хотите пойти. Икава смотрит на группу Ямады, которая решает, куда они хотят пойти. Теперь, когда все определились со своими группами, а Икава остался один, Адачи предлагает ему присоединиться к ним, и он соглашается. Кента говорит, смотри, группе Хары нужны 2 человека. Адачи говорит, группе Ямады тоже нужны 2 человека. Так что они решают разделиться на 2 группы. Они подходят к группе Ямады. Моко говорит, что мы возьмем еще 2, и это вызывает улыбку на лице Икакавы. Адачи говорит им, что Кента хочет быть в группе Хары. Моко спрашивает, может сначала обсудим это? Адачи злится, теперь ты будешь обсуждать. Она бросает на него недовольный взгляд. Теперь девочки начинают обсуждать, кого выбрать. После принятия решения Моко говорит, что мы возьмем Кента первым. Ямада говорит, подождите, сначала спросите Кента, чего он хочет. Икакава тоже говорит, да, он должен быть в группе Хары, потому что у него хорошие оценки, и он должен быть в группе с такими же умными людьми. Это злит группу Ямады. Но тут Адачи говорит, я тупица, и Ода тоже. И Какава говорит, подождите, у меня по естествознанию всего 40 баллов. Ода говорит, черт, он тупее меня. Итак, Ода и Кента присоединяются к группе Хары. Ямада шепчет, я знаю, что ты соврал о своих оценках. Он в шоке, откуда она узнала, что у меня по естествознанию 92 балла? Позже в библиотеке он думает о Ямаде, когда видит, что входит Хара. Появляется Ямада и зовет Хару поесть чипсы. Хара радуется, но говорит, что сидит на диете. Ямада говорит, разве Кента не говорил, что ему нравятся фигуристые девушки? Хара отвечает, что это только для симпатичных девушек. Ямада говорит, что ты симпатичная, и спрашивает, как у вас с Кента дела? Хара что-то шепчет, и Ямада громко восклицает, вы ходили на свидание. Это слышит и Какава. Затем она начинает расспрашивать о подробностях их свидания. Хара спрашивает ее, а у тебя как? Она отвечает, у меня нет парня. Хара спрашивает, у тебя никогда не было парня? Ямада отвечает, нет. И Какава чувствует облегчение. Ямада спрашивает, что девушки любят делать, когда у них появляется парень. И говорит, что хочет сделать селфи, пока они вместе слушают музыку. Она тоже хочет положить его руку себе в карман, а потом свою ему в карман. Но она обнаруживает там шоколадку. Заметив это, Хара чувствует себя неловко. Ямада говорит, что у него есть. Когда они проверяют фото, то замечают глаза и Какавы. Они возвращаются, и Хара спрашивает, вы всегда здесь? Он отвечает, что всегда здесь, но Ямада начала приходить сюда только недавно. Позже, после школы, он кладет свои вещи в шкафчик и думает, что у нее никогда не было парня, и вспоминает моменты, проведенные с ней. Он уже собирается уходить, но видит, что идет дождь. Надев плащ, он собирается выйти, когда появляется Ямада. Она говорит, что ты собрался ехать на велосипеде. Но твой плащ тебе велик. Давай я его возьму. Я схожу и куплю себе зонтик. Теперь она в его плаще и говорит, что сейчас вернется. Он смотрит ей вслед. Он думает, что она забыла кошелек и уже ушла. Она идет в магазин, и Какава звонит ей.
Он прибежал, потому что она забыла сумку и кошелек. Увидев это, она пытается защитить его от дождя и просит достать кошелек из верхнего кармана. Он достает его, но в руке у него оказывается зонтик. Ее реакция заставляет его понять, что она солгала, что у нее нет зонтика. Она говорит, что он сломан, и он убирает его обратно. Затем он достает кошелек и пытается положить его ей в карман. Она говорит, что он промокнет. Положи его в карман рубашки. Он краснеет, когда расстегивает пуговицу. Затем он кладет его в ее карман. Она говорит, я сейчас схожу за зонтиком. Он проверяет зонтик и удивляется, почему она солгала, что он сломан. Может, она хотела поделиться зонтом? Потом она возвращается с новым зонтом и какими-то закусками. Она ест мороженое и разговаривает с ним. Он говорит, ну я пойду. Она останавливает его и говорит, это тебе. Он смотрит на нее и думает, она мне нравится. Он благодарит ее и уже собирается уходить, когда она говорит, и какао, я почти влюбилась. Он удивляется и восклицает, прямо сейчас с мороженым. Наконец они идут на работу. Ямада хочет выпить, но Кобаяши говорит, что они сделают это позже. Они приходят в издательство Акита. Кобаяши разговаривает с секретарем, а остальные ждут. Секретарь говорит, что сейчас кто-то спустится и проводит их. Женщина ведет их в кабинет редактора, и они заходят туда. Адачи спрашивает Ямаду, ты читаешь мангу? Она отвечает нет. Она замечает модель Юрии и говорит, мы работаем в одном агентстве. Адачи говорит, о, ты с ней работаешь. Мне нравится ее грудь. Девушка недовольно смотрит на него. Они обсуждают популярную мангу, которую там издают. Женщина говорит, хотите посмотреть на оригинал? Парень показывает им оригинал, и Какао тоже очень хочет посмотреть. Ямада спрашивает, ты тоже хочешь посмотреть? Она берет его за руку и ведет туда. Она говорит, пусть и Какао тоже посмотрит на оригинал. Увидев его, он восхищенно говорит, это невероятно. Она отвечает да. Когда они закончили осмотр, они зашли в лифт. В этот момент туда зашел толстяк, и стало тесно. Ямада оказалась так близко к Икакаве, что он почувствовал, что теряет контроль. Он закрыл глаза, но потом почувствовал, как приятно от нее пахнет. Когда лифт остановился, он открыл глаза и увидел, что Ямада смотрит на него. Все вышли. Он спросил ее, в чем дело. Она поняла и смущенно ушла. Он попытался выйти, но застрял. Пока они шли к станции, Ямада спросила, часто ли он читает мангу. Он ответил, что да, вроде того. Она сказала, что все, что я знаю, это Кими Ира Октава. Он сказал, что это манга для девочек, верно? Она спросила, не хочет ли он взять ее почитать. Кобаяши спросил, нравится ли ему любовная манга, и улыбнулся. Затем он сказал, что пойдет в туалет. Там он разозлился, подумав, что эти девчонки пытались посмеяться над ним, что он никогда не будет читать любовную мангу. Выйдя, он увидел только Ямаду. Она ждала его. Теперь они оба бежали, потому что могли опоздать на поезд, и это действительно произошло, поезд ушел, как только они добежали. Ямада расстроилась из-за этого. Хикигава сказал, что следующий поезд скоро придет, но она заплакала. Он подумал, что же ему сделать, чтобы ей стало лучше. Он посмотрел на нее и пошел к торговому автомату. Теперь, когда Ямада подняла глаза, Икагава был прямо перед ней. Он протянул ей напиток, который купил в торговом автомате. Она уставилась на него, взяв в руки. Икагава посмотрел на нее. Он сел и сказал, что это была его вина, что он должен был предупредить. Она представила, как Икагава объявляет об этом всем, и засмеялась. Это что-то вроде признания? Ты идешь в туалет, а потом приходит следующий поезд. Они оба уже в поезде. Когда он заходит в вагон, Ямада хватает его сзади и говорит, мы расстанемся. Она спрашивает его, тебе понравилось сегодня? Он отвечает, да, вроде того, и она крепко обнимает его от радости. Мне тоже было весело. Затем она начинает говорить об отношениях Хары и Кентой и говорит, это довольно странно, встречаться с кем-то из своего класса. Что ты думаешь, Икакава? Услышав это, он на мгновение замирает. Они доезжают до места назначения и идут встречать своих друзей. Встретив их, Ямада говорит, извините, это была моя вина. Я не заметил и оставил тебя позади. Они обнимаются, и Ямада говорит, ничего страшного, такое иногда случается. На следующее утро за завтраком Икакава начинает рассказывать о своем визите на работу. Его сестра перебивает, ты говорил нам об этом вчера. Осознав это, он говорит, ладно, я пошел. Она говорит, кажется, тебе нравится в школе в последнее время. Теперь, когда он едет в школу, он думает, неужели мне правда нравится в школе? И думает, это потому, что мне нравится Ямада? Но потом он вспоминает, она просто смеялась надо мной. Мы видим, что Ямада стоит у школьных ворот. Икакава замечает ее и думает, она кого-то ждет? Он идет дальше, думая, это не мое дело. Но тут она останавливает его. Она здоровается с ним, доброе утро. Он идет поставить свой велосипед на стоянку, а она достает октаву магну и отдает ему. Она говорит, я же обещала тебе их одолжить. Он берет их, думая, она говорила серьезно. Она начинает рассказывать историю, и Икакава останавливает ее. Она говорит, ой, прости, и он забирает их, а потом идет в класс. Она идет за ним, и он спрашивает, ты кого-то ждала у ворот? Она отступает на шаг и отвечает, да, я ждала Икакаву. Икакава не знает, что она ждала его.
Позже в библиотеке он сидит и читает, когда приходит Ямада. Он спрашивает: «Ты сегодня рано ушла?» Она отвечает: «Я решила заглянуть». Затем она спрашивает: «Ты не читаешь мангу, которую я тебе дала?» Он отвечает: «Я читаю мангу дома». Она пытается забрать у него книгу, говоря: «Прочитай мангу». Они начинают бороться за книгу, и она падает на него. После этого наступает неловкая пауза. Она говорит: «Извини, я ухожу». Но он останавливает ее и думает: зачем я ее остановил? Затем он спрашивает: «Ты завтра будешь в школе?» Она отвечает: «Да, буду». Позже дома он открывает романтическую мангу, которую дала ему Ямада. Он пытается понять, в какой позе обычно читает Ямада. Когда на него падают крошки, он понимает, как она это делает. На следующий день в школе, когда он заканчивает мыть руки и убираться, появляется Ямада, и пока они разговаривают, Адачи замечает их вместе. Позже, когда Икакава думает о том, чтобы почитать мангу, появляется Адачи и спрашивает: «Что ты делаешь с Ямадой? Вы, кажется, близки». Затем он спрашивает, есть ли у нее парень, потому что он влюблен в Ямаду. Микакава отвечает: «Нет, у нее никого нет». Затем Адачи начинает говорить о том, какая она милая и какая у нее красивая фигура. То, как он описывает ее тело, заставляет Икакаву чувствовать себя неловко. Поэтому он говорит: «Я пойду в класс». По дороге он думает, почему меня задело, когда он говорил о ней пошло. Когда он заходит в класс, то смотрит на Ямаду, которая сидит на его парте, и думает: неужели она мне нравится? Ямада кладет ногу на парту, и он краснеет. Позже, когда он заходит в библиотеку, она выглядит напряженной, потому что на стене висит объявление о запрете есть в библиотеке. Она гадает, кто мог пожаловаться на то, что она ест. Икава говорит, что нужно выяснить, кто это сделал. Она говорит, что нужно спросить об этом у библиотекаря. Когда они идут, Икава вспоминает, что библиотекарь тоже спрашивала о мусоре в корзине для книг. Она говорит, что никогда ничего не выбрасывала в корзину. Они заходят в кабинет библиотекаря и спрашивают про объявление. Библиотекарь говорит, что нашла на полу фантик от конфеты. Поэтому они повесили объявление, чтобы люди лучше следовали правилам, когда они четко прописаны. Теперь они оба возвращаются в библиотеку. Он думает, что это последний день Ямады в библиотеке, потому что больше нельзя есть. Ямада достает шоколадку и говорит, что будет продолжать есть здесь, несмотря на объявление. Но тут он говорит, что если библиотекарь поймает ее, то она подходит к ним. Ямада собирается съесть шоколадку, поэтому он подходит к ней и берет ее за руку, чтобы библиотекарь не узнал о шоколадке. Когда библиотекарь уходит, он отходит и говорит: «Извини, она вся растаяла у тебя в руке, вымой ее». Но она говорит: «Уходи». Она начинает слизывать шоколад, а он уходит. Он стоит и говорит: «Тебе нужно перестать есть в библиотеке». Он уходит, думая, что больше никогда ее не увидит. Но на следующий день он снова замечает там Ямаду. Она прячет шоколад под книгой и говорит: «Я все еще могу есть таким образом». Он думает: да, Ямада никогда не меняется. Позже дома он садится за компьютер и думает о Ямаде. Он ищет имя ее модели Анна и находит ее фотографии в интернете. Когда он просматривает их, ему бросается в глаза комментарий, в котором ее называют уродливой, и это его раздражает. Он просматривает дополнительную информацию и обнаруживает, что она появляется в телешоу, которое выходит в эфир каждый вторник. Он бежит проверить, но серия на этой неделе уже закончилась. На следующий день на школьной игровой площадке Икакава говорит себе, что ему нравится Ямада, когда он наблюдает, как она делает разминку перед марафоном. Сейчас начинается марафон, и ученики бегут. Во время бега Икакава оглядывается назад и понимает, что Ямада догоняет его. Он не хочет проигрывать девушке, поэтому набирает темп. Ямада догоняет его и хватает за футболку со словами «подожди меня». Но он вырывается и убегает. Он видит, как Ямада снимает с себя жилет и бежит со скоростью, равной его скорости. Он говорит ей, что она надела рубашку не так, как надо. Она бросает ему свой жилет со словами «подержи его» и начинает надевать его правильно. Он весь краснеет и потеет, когда видит ее. Он замедляет шаг, потому что у него перехватывает дыхание. Ямада оглядывается и ждет его. Она впервые замечает его правый глаз и говорит: «Я никогда раньше его не видел». После марафона они совершенно измотаны. Затем Ямада протягивает руку, прося о помощи. Икикава помогает ей подняться с земли, и она игриво натыкается на него. Затем она уходит с Харой, держа ее за жилет. Позже он начинает думать о том, чтобы держаться за руки, но отказывается от этой идеи, потому что не хочет, чтобы его воображение разыгралось. И тут он вспоминает, что у него есть спортивная куртка Ямады, а у нее его. Он размышляет, что скажут другие. Ну, например, почему ты носишь куртку этого придурка? Во время урока Ямада надевает его куртку и думает, что же делать, если другие заметят, что это его куртка. Тем временем учитель вызывает Адачи, чтобы тот решил задачу. Адачи боится, что Ямада заметит, что он надел его куртку. Поэтому он говорит, что решит задачу. Учитель разрешает ему. Адачи пытается предупредить Ямаду, что она надела его куртку. Но она просто смотрит на него. Адачи спрашивает, зачем он так выпендривается, а учитель говорит, что он неправильно решил задачу. Он возвращается за свою парту. Во время обеденного перерыва Ямада идет за едой и ест. Никто этого не замечает, но Икакава
Какава наблюдает за ней. Когда он заканчивает есть, она подает ему знак. В кабинете медсестры она меняет куртку, потому что поняла, что от нее пахнет его курткой. Она возвращает ему куртку. Он спрашивает, когда она заметила, что куртки перепутаны. Она пристально смотрит на него, а он на нее, и вдруг она говорит: «Давай померяемся». Она пытается измерить его рост, но не может дотянуться до регулятора, а он весь краснеет, стоя так близко к ней. Она говорит, что сама его измерит, и он смущенно опускается. Теперь ее очередь. Он встает на стул и измеряет ее. Он говорит, что ее рост 172 сантиметра. Теперь Ямада хочет измерить его, но он не хочет. Они начинают спорить, и Ямада встает на весы. Она спрашивает: «Ты ведь не видел?» Он отвечает: «Да кому какое дело до твоего веса?» Она спрашивает: «Так ты видел?» И они начинают спорить. На следующее утро, когда он идет в класс и садится за парту, он слышит, как парни обсуждают, что Ямада снимается в кино. Ее друзья тоже об этом говорят. Он замечает это, но Ямада выглядит расстроенной. Он думает, что она, наверное, переживает за таких бедняков, как мы. Входит учитель и просит учеников взять бумажки из коробки. Они будут меняться местами. Кобаяши говорит: «Похоже, нас разделили». И Кава ставит свой стол на новое место. Он надеется, что Ямада сядет рядом с ним. Ямада встает и ставит свой стол на новое место. Его надежды рушатся. Она садится рядом с Адачи, а Хара садится рядом с ним. Теперь, когда начинается урок, он не может списать, потому что Ямада сидит между ними. Он замечает ее красивые ресницы. Адачи говорит: «Я забыл учебник», и она делится с ним. И Кава ревнует и говорит: «Смотри, он здесь». Теперь он пытается наклониться, чтобы видеть доску. Пара говорит: «Можешь списать у меня», и отодвигает свой стол. Но Ямада ревнует и бросает на него сердитый взгляд. Потом ее друзья зовут ее, но она сердито отвечает «нет». И Кава не понимает, почему она в плохом настроении, пока она не говорит: «Ты, наверное, рад сидеть рядом с Харой, потому что она милая и симпатичная». Во время урока он говорит ей: «Я вижу только тебя». Прежде чем он успевает сказать, что из-за нее ему плохо видно доску, она смотрит на него с удивлением, и они оба смотрят друг другу в глаза. Появляется Хора и говорит: «Я поговорил с учителем о том, чтобы поменяться местами». Позже в библиотеке он объясняет, что имел в виду, и теперь они сидят на других местах, так что она может видеть доску. Она рассказывает ему о своей роли в фильме, где она играет дочь полицейского. Он замечает, что она выглядит более взволнованной, чем раньше. Затем она говорит: «Послушай, что я говорю в фильме, ты такой странный». Он чувствует себя неловко, потому что всегда думает, что другие считают его странным. Но она продолжает повторять эту фразу, и они замечают, что группа девушек неправильно ее поняла. Он предлагает пойти в менее людное место. Они оказываются в маленькой кладовке. И Какава чувствует себя немного неловко. Ямада спрашивает, посмотрит ли он фильм, когда он выйдет, и он не уверен, что посмотрит. После того, как Ямада подначивает его, он говорит, что постарается посмотреть. Ямада улыбается и говорит: «Мы закончили». Он спрашивает: «Ты больше не хочешь тренироваться?» Она отвечает: «Нет». Позже дома он смотрит шоу, в котором появляется Ямада. Он замечает, какая она милая в матросской форме. Когда эпизод заканчивается, он ложится и думает: она такая популярная, почему она мне нравится? На следующий день Ямада говорит другим, что Икакава заболел. Она садится на колени Моко, потому что Икакава отсутствует. Они разговаривают, и Моко внезапно прикасается к ней, и она отпрыгивает. Ямада говорит ей, где она не любит, когда к ней прикасаются. Они рисуют Ямаду спереди и сзади, и она отмечает места, где к ней нельзя прикасаться. Когда они уходят, появляется Адачи и спрашивает, что это. И Какава говорит: «Я сотру это, чтобы посмотреть поближе». На следующий день Ямада хвастается своими оценками выше среднего. Кобаяши говорит, что, наверное, приятно получать такие низкие оценки. Позже в библиотеке и Какава помогает ей с домашним заданием. Ямада завидует и говорит, что он никогда не помогал ей с уроками, и злится. Кобаяши говорит, что не стоит обращать на нее внимание. Ямада иногда бывает странной. Вспомни, как она испачкалась кремом, когда они ели. Она попыталась стереть его взбитыми сливками. Он сдержал смех, но Кобаяши заметил это. Ямада сказала, что он часто смеется, и вспомнила, как он это делал. Сегодня родительский день, и Какава замечает, что мать ругает Адачи. Он беспокоится о встрече с матерью и учительницей. И Какава видит Ямаду и ее маму, которые сидят рядом с его матерью. Ее мать говорит ей, чтобы она сидела прямо. Мама и Какавы говорит, что он, наверное, опаздывает. Ямада слышит это и понимает, что это его мама, и улыбается. Наконец его мама представляется. Она говорит: «Пожалуйста, будь поласковее с Икакавой». Ямада говорит, что они и правда много общаются. Ее мать говорит, вот почему он в последнее время стал лучше учиться. Она дает ей леденец, и Ямада обменивается с ней конфетами. Затем Ямада улыбается. Позже, после встречи, Икакава идет быстрее, чтобы никто не заметил его с мамой. Она говорит ему, что обменялась конфетами с красивой девочкой. Ямада идет за ними. Он говорит: «Да, Ямада». Услышав свое имя, она останавливается. Смущенная, она проходит мимо них.
На следующий день они обсуждают встречу Ямады с его мамой. Она говорит: твоя мама дала мне вот это. Она подходит ближе к нему и говорит, что она милая. Он краснеет и уходит, говоря, что тебе нужно сделать домашнее задание. Она достает тетрадь и спрашивает: можешь ли ты помочь мне с уроками? Он садится и говорит: хорошо. Пока она разговаривает с ним, появляется библиотекарь. Икава пугается, потому что замечает на столе книгу Ямады, а потом замечает табличку, запрещающую приносить еду в библиотеку. Он говорит Ямаде спрятать леденцы, но это ее больное место, и она отпрыгивает. Он прячет леденцы, когда внимание библиотекаря переключается на нее. Он думает: я что-то сделал не так? Позже Ямада рисует и отмечает, что ее уши тоже чувствительны, и их тоже нельзя трогать. Позже он едет домой под дождем. Когда он проезжает мимо Ямады, она окликает его, и он останавливается, говоря: я забыл свой плащ. Ямада накидывает на него свой зонтик. Он откидывает волосы назад, и она берет его лицо в ладони, чтобы лучше рассмотреть. Затем она кладет свою сумку в корзину его велосипеда, а сверху на него пустой пакет, чтобы защитить его. Он не хочет брать пакет. Она садится ему на спину, но он говорит, что опасно ехать с ней на велосипеде под дождем. Оставив ее там, он едет домой и замечает сумку Ямады в корзине. Он проверяет ее и находит что-то важное, поэтому едет под дождем, чтобы вернуть ей вещи. Он подъезжает к станции, думая, что, наверное, разминулся с ней, но потом замечает ее там. Он бежит к ней, окликая ее по имени. Увидев его, она бежит к нему. Она убирает его мокрые волосы, и он поворачивается к ней. Она подходит ближе и говорит спасибо. Он чихает, простудившись, и уходит. Той ночью он просматривает профиль Ямады в Инстаграм. Он внимательно смотрит на ее фотографию и засыпает. Теперь мы видим, что он стоит, а Ямада вдруг стала больше. Он убегает от нее, но когда он смотрит вниз, то видит перед собой маленькую Ямаду. Он останавливается, а за его спиной оказывается гигантская Ямада. Он просыпается и понимает, что это был сон, и у него жар. Он смотрит телевизор и остается дома, не ходя в школу. Он слышит звонок в дверь и думает, что не откроет, но, выглянув в глазок, видит Ямаду. Он выбегает и разговаривает с ней. Он спрашивает себя, не снится ли ему это. Ямада здесь. Ямада протягивает ему клубничный крем, который она купила в школе на обед, и извиняется, что остановила его под дождем. Затем она прощается, но он останавливает ее и приглашает зайти на чай. Когда они заходят, Ямада спрашивает, дома ли кто-нибудь. Он отвечает, что его мама на работе. Он начинает наливать воду и смотрит на нее, пока она сидит. Вода проливается, и он весь мокрый. Он заваривает чай и говорит, что пойдет переоденется. Она отвечает, что хорошо. Когда он переодевается в своей комнате, у него кружится голова, и он падает. Ямада замечает, что чай уже остыл, но беспокоится, что он еще не вернулся. Она зовет его и идет проверить, но видит, что он лежит на полу. Ямада поднимает его и помогает сесть на кровать. Затем она одевает его в теплую одежду. Он думает, что это сон, и из-за жара падает на нее. Она обнимает его и крепко прижимает к себе. Ночью его будет сестра. Он думает, что ему приснилась Ямада. Но сестра показывает ему крем и записку, которую Ямада оставила, чтобы он поскорее выздоровел. На следующий день в библиотеке Ямада спрашивает Икакаву, пользуется ли он приложением Line. Он отвечает, что иногда пользуется. Она смотрит в свой телефон и говорит, что эти стикеры в интернете просто уморительные. Я могу тебе парочку прислать. Икакава не понимает, что она хочет обменяться идентификаторами, поэтому говорит нет, спасибо. Она подходит ближе к нему и спрашивает, почему. Но потом чувствует, что, возможно, слишком настойчиво. Она возвращается за свой стол, чувствуя себя неловко. Позже Моко говорит, я хочу парня. Поэтому я собираюсь получить идентификатор всех парней в классе. Ямаде нравится ее идея. Икакава думает, что для Ямады найти парня – это как дышать. В следующее мгновение она уже стоит перед ним. Но прежде чем она успевает попросить его идентификатор, появляется Моко и спрашивает его. Она говорит ему, давай обменяемся идентификаторами. Ямада в шоке и ревнует. Моко добавляет, ой, Икакава, на твоей аватарке Рэм из Рэ 0. И тут он замечает, что Ямада смотрит на него убийственным взглядом. Моко предлагает, давайте подойдем к Исимура, капитану команды по бегу. Кабаяши дразнит ее, я знаю, что ты хочешь его идентификатор для себя. Ямада говорит им, что они живут в одном доме, и их родители ладят, пытаясь заставить Икакаву ревновать. Моко толкает Ямаду к Исимура, а Икакава отчаянно хочет ее остановить. Но тут он слышит, как она спрашивает, ты пользуешься Line? Он вдруг понимает, что она задавала ему тот же вопрос в библиотеке, и приходит в ужас, понимая, что она хотела обменяться с ним идентификаторами. Все смотрят на него, а Ямада решает не обмениваться идентификаторами с Исимура. Икакава думает, может, в следующий раз я поделюсь с ней своим идентификатором. В этот момент появляется Адачи и дразнит его за то, что у него сестра в приложении Line, говорят, ты извращенец, пытаешься встречаться со своей сестрой. Позже, тем же вечером, читая мангу, он думает, Саимата пыталась обменяться со мной никами, но ей нравятся парни, которые держатся отстраненные и на самом деле очень милые. Расстроенный, он отбрасывает книгу в сторону, говоря, что таких парней не существует в реальной
реальной жизни. Придя в себя, он снова берет книгу и думает о мрачном и отстраненном парне из манги. Он начинает вспоминать моменты, проведенные с Ямадой. Он так сильно хочет быть с ней, но не хочет давать себе ложную надежду. На следующий день, когда Икакава идет в класс, он видит, как Харуя приглашает Ямаду к себе поиграть в видеоигры. Ямада, кажется, не заинтересована, и Харуя приглашает еще и Кобаяши, которая с радостью соглашается пойти. Все понимают, что он использует ее как приманку. Позже Кобаяши подходит к Ямаде, которая спрашивает, правда ли она хочет пойти. Она отвечает, что если ты не хочешь, я спрошу Моко. Ямада расстраивается, понимая намерения Харуи. Позже Икакава замечает, что Ямада плачет в одиночестве. Когда она видит его, она улыбается и спрашивает, играешь ли ты в видеоигры. Он отвечает, что да, и вспоминает свои игры с друзьями, говоря, что видеоигры не так уж и интересны. У него начинает болеть голова от воспоминаний. Ямада спрашивает, все ли с тобой в порядке? В этот момент появляются друзья Харуи и начинают говорить с ней, говоря, что ты милая и у тебя явно уже есть парень. Она отвечает, что нет. Они отвечают, что ты должна притворяться, потому что ты на телевидении и все такое. Она вдруг громко кричит, что у меня правда никого нет. Затем она поворачивается к Икакаве и говорит, что у меня никого нет. Одна девушка говорит, пойдем. Ямада смотрит на Икакаву, и он говорит, тебе не стоит быть рядом со мной, когда вокруг люди. В этот момент она хватает его за руку и внимательно смотрит на него. В этот момент друзья Хауи подходят к ней. Хауи видит, что они стоят слишком близко, и Икакава замечает это. Хауи уходит, увидев их вместе. Ямада понимает, что подошла слишком близко и извиняется, прежде чем уйти. Когда Икакава возвращается в класс, он слышит, как Моко говорит Кобаяши, что Хауи использует ее, приглашая к себе домой, чтобы Ямада пришла. Кобаяши делает вид, что ей все равно, но Ямада чувствует себя неловко, а Икакава просто наблюдает. После уроков Ямада собирает вещи. Кобаяши пытается заговорить с ней, но Ямада игнорирует ее, и Кобаяши называет ее дурой и великаншей. Ямада бежит за ней. Наконец она догоняет ее и обнимает. Кобаяши извиняется, и они мирятся и уходят вместе. Икакава, который все это слышит, замечает неподалеку Хауи. Хауи смотрит на него и уходит. Позже дома Икакава думает, что Хауи считает, что они с Ямадой встречаются, и что Ямада все это время использовала его как приманку, чтобы избавиться от парня, который не понимал намеков. Он вспоминает все их интимные моменты и чувствует себя использованным. На следующий день в школе он читает свою энциклопедию по убийствам. Когда Ямада заходит в класс, он пытается не обращать на нее внимания, и она не понимает, что случилось. В конце дня она пытается заговорить с ним, но он игнорирует ее и уходит. Она бежит за ним, но он ускоряется. Наконец она догоняет его и прижимает к стене. Она спрашивает, ты злишься на меня? Потому что я всегда стараюсь быть ближе. Он холодно отвечает, что нет, и собирается уходить. Она извиняется и начинает плакать. Он понимает, что неправильно думал о ней. Она не из тех, кто использует людей. Я просто хотел найти повод ее ненавидеть, думает он. Он вспоминает, как его сестра спросила, не хочет ли он поиграть в видеоигру. Он отказался, хотя она ему очень нравилась, и сказал друзьям, что не хочет, потому что боялся слишком увлечься. В настоящем времени он говорит, что не злится. Она обнимает его и извиняется за то, что была слишком близко. Он отвечает, что не говорил, чтобы она не подходила. После этого они вместе идут домой. Когда они подходят к тому месту, где обычно расходятся, Икава говорит пока. Ямада останавливает его и говорит, давай еще поговорим. Они начинают говорить о зимних каникулах. Затем он говорит ей, я забыл отдать это, я уже дочитал этот том. Они садятся, и она спрашивает, тебе понравилось? Он отвечает, да, лучше, чем я ожидал. Она говорит, хорошо, я принесу следующий том в понедельник. И уходит с его велосипедом. Он останавливает ее и говорит, он мой. В понедельник она извиняется, что забыла принести новый том. Он говорит, с завтрашнего дня у нас каникулы. Она отвечает, хорошо, тогда давай договоримся, где встретимся. Я принесу следующий том. Затем она достает телефон и спрашивает его номер. Он наконец-то дает ей его. Она улыбается и говорит, увидимся завтра. В тот вечер они разговаривают и решают встретиться на следующий день в 2 часа дня. Затем она пишет «Спокойной ночи». Это канун Рождества. Мы видим, что Икава пришел на место встречи. Он смотрит на время, потому что пришел на полчаса раньше. И тут он замечает Ямаду. Он идет к ней, удивляясь, почему она тоже пришла раньше. Он пытается спросить. Ямада бросает на него сердитый взгляд, но потом понимает, что это он. Она подкрашивает губы и говорит, что хочет сходить в одно место. Они идут туда. Он видит свое отражение в витрине и понимает, что выглядит как сталкер, чем и объясняется реакция Ямады. Он снимает капюшон и маску. Ямада просит его взять сумку, чтобы не потеряться. Она говорит, держись рядом. Она спотыкается и врезается в него. Они подходят к кафе, где подают лучшие блинчики. Она говорит, пошли. Пока они идут, это похоже на свидание. Там длинная очередь, и они стоят в ней. Он о чем-то думает, глядя на нее. Она спрашивает, в чем дело. Он спрашивает, как ты уложила волосы. Она отвечает, что это сделала мама. Он
Он говорит, что она выглядит довольно строгой. Она отвечает, что так и есть, когда мы не в школе, но дома она милая. Он говорит, что это мило. Она говорит, что ты никогда не называл меня милой и расстраиваешься. В кафе он смотрит в меню и замечает, что все очень дорого. Когда она спрашивает, что он хочет, он отвечает, что просто кофе. Когда подходит официант, Ямада заказывает блинчики и кофе. Официант спрашивает, какой кофе. И Какава отвечает, что обычный. Когда официант уходит, она спрашивает, тебе правда нравится черный? Мне тоже нравится. У них много черной одежды. Он говорит, что она им идет. У тебя хороший вкус. Для меня это просто цвет, которого я не могу избежать. В этот момент официантка приносит кофе. Он делает глоток и жалеет, что встретил Ямаду не в школе, потому что чувствует, что за пределами школы у них разные жизни. Официантка приносит блинчики. Ямада радуется, когда их видит. Она просит и Какаву сфотографировать ее. Она открывает рот, чтобы откусить кусочек, и он нажимает на кнопку. Затем она съедает его. Теперь он снимает ее на видео, и они заканчивают. Он спрашивает, ты собираешься это выложить? Она отвечает, нет, не буду, и отправляет ему видео. Он смотрит на них и восхищается ее миловидностью. Пока он продолжает смотреть на ее фотографии, она берет его за подбородок и говорит, не забудь посмотреть вживую. Поняв, что она рядом, она садится. Они идут в магазин одежды. Она спрашивает, как я выгляжу в кепке. Он отвечает, нормально. Теперь она рассматривает другие вещи, а Икакава чувствует себя неловко. Она выбирает два платья и спрашивает, какое лучше. Он говорит ей примерить их. Она заходит в примерочную, а он остается снаружи. Он начинает представлять Ямаду и пытается уйти, но она выходит и зовет его. Пока она примеряет другое платье, он старается не думать о плохом. Вдруг он видит там свою сестру. Ямада выходит. Он пытается ее утихомирить, говоря, что здесь его сестра. Когда его сестра спрашивает, как пройти в примерочную, он думает, что мне теперь делать. Ямада затаскивает его внутрь, и они оба стоят там. Когда его сестра уходит в другую комнату, Ямада пытается застегнуть молнию на платье. Затем она шепчет, когда я смогу познакомиться с твоей сестрой? Он отвечает, в другой раз. Она говорит, ладно, но в этом платье я вся вспотела. Он говорит, но тебе оно идет. Она говорит, ладно, тогда я его покупаю. Но когда она поворачивается, он краснеет, увидев ее нижнее белье. Тем временем его сестра выходит из дома. Потом они оба идут на улицу. Она говорит, извини, что потащила тебя с собой сегодня. Он отвечает, я не очень общительный, но сегодня мне было весело. Она накидывает ему на плечи свою теплую шаль и говорит, я знаю. Затем они разговаривают, пока идут. Вдруг она останавливается и говорит, как красиво. Вся улица украшена огнями. Она улыбается, а он смотрит на нее и думает, я никогда не знал, что огни могут быть такими красивыми. После этого они идут на станцию. Он забирает у нее сумку с мангой. Они попадают в затруднительное положение, из-за которого им приходится разделиться в поезде. Она берет его за руку, чтобы они не потерялись. Он думает, что это ее рука, и думает, я не хочу, чтобы меня снова считали странным. Но потом понимает, что это ее рука. Они выходят из поезда, все еще держась за руки. Они не знают, когда им нужно будет отпустить руки. Когда они подходят к ее дому, она говорит, ладно, пока. Он собирается что-то сказать, но она перебивает его, говоря, что еще есть время до Нового года. Затем она говорит, ладно, тогда пока, и он оборачивается и смотрит на нее, думая, что она ушла. Но она выходит из-за столба. Она делает себе усы из волос и говорит «с Рождеством». Он улыбается. В следующей сцене мы видим ресторан. И Кагава сидит с Моку Харуи и своим другом. Маруя хватает его за плечи и спрашивает о Ямаде. Действие переносится на 4 дня назад. Когда начинаются зимние каникулы, и Кагава приезжает в Акиту, в дом своей бабушки, на праздники. Бабушка выходит их встречать. Затем они заходят в дом, и Икава вынужден делить комнату со своей сестрой, которая говорит, что это будет весело. В этот момент он получает сообщение от Ямады, в котором она рассказывает о вкусной еде. Он вспоминает, что говорил Ямаде, что едет к бабушке, и она попросила его прислать фотографии снега. Он делает снимок из окна, но ему этого недостаточно, и он выходит на улицу, чтобы сделать еще один. Он идет по снегу, достает телефон и пытается сделать снимок, но поскальзывается и падает. Его сестра выбегает на улицу, чтобы найти его. Увидев следы на снегу, она бежит к нему и видит, что он лежит. Она спрашивает, можешь ли ты встать? Он опирается на руку, чтобы подняться, и понимает, что она сломана. Мы видим, как он возвращается домой из больницы, где ему наложили гипс на руку. Мама спрашивает, зачем ты пошел гулять по снегу? Он отвечает, что не знает. Она говорит, что ты впервые так себя ведешь и поранился. Они возвращаются к бабушке, и вся семья ужинает. Потом он делает селфи и отправляет его Ямаде. Ночью перед сном ему звонит Ямада. Он отвечает и краснеет, когда видит ее. Она спрашивает, ты меня слышишь? Что случилось с твоей рукой? Он говорит, что ничего, просто упал. Она понимает, что он смущается, и надевает свитер. Они продолжают разговаривать, и она вдруг замолкает. Он оборачивается и видит, что там стоит его сестра. Он поднимает руку, чтобы спрятать гипс, но случайно нажимает отбой. Она спрашивает, кто это был, такая милая девушка. Он отвечает, просто девушка из моего класса, подруга. Я подумал, что если бы моя сестра узнала об этом, она бы задала много вопросов.
вопросов. Но она молча пошла спать. Затем он разговаривает с Ямадой, которая спрашивает, что ты ей сказал. Он отвечает, я сказал, что мы друзья. Пока они переписываются, она спрашивает, можно я тебе позвоню? Он выходит из комнаты, чтобы поговорить. Она спрашивает, ты в порядке? Он отвечает, да. Затем она спрашивает, есть ли у него что-нибудь выпить. Он идет в комнату и говорит, да, чай. Она говорит, хорошо, давай выпьем вместе. Они оба пьют чай. После этого она говорит ему посмотреть в окно. Он видит, что на улице так красиво. Она говорит, я не вижу отсюда луну. Он фотографирует луну и отправляет ей. Затем она говорит ему положить руку на голову и провести ею сверху вниз. Это поможет тебе уснуть, говорит она. Он отвечает, вам, девчонкам, такое нравится. После этого они прощаются, и он пишет «спокойной ночи». На следующий день, когда они уходят, его бабушка говорит, ты повзрослел, и какого. Перед этим они идут в магазин. И какого смотрит на брелок с собакой и думает купить его для Ямады. Его сестра говорит, давай купим одинаковые. По дороге домой сестра спрашивает о Ямаде. И какого думает, что она спрашивает, потому что Ямада ему не пара. Затем он понимает, что они похожи, оба сдаются, прежде чем им причинят боль. Она спрашивает, это та самая девушка, которая оставила тебе записку, когда ты болел, да? Может, у тебя есть шанс? Она дразнит его. На следующий день он сказал своей сестре, что собирается вернуть несколько книг. По дороге он достал брелок, который купил для Ямады. Внезапно появляется собака, и он пугается, как кошка. Перед ним Ямада со своей собакой. Затем она говорит, давненько мы не виделись. Она представляет свою собаку, одну из карт Таро. После этого он сидит в парке, пока она играет со своей собакой. Он достает брелок и размышляет, можно ли подарить этот подарок Ямаде. Появляется Ямада и говорит, я открываю этот напиток для тебя. Когда он пьет, она говорит, попробуй дать ему команду. Она велит ему сесть, но он этого не делает, и Ямада это делает. Он велит собаке покружиться, но пес этого не делает, и Ямада начинает крутиться. Он просит дать ему лапу. Прежде чем собака успевает это сделать, Ямада это делает. Затем она садится поближе к нему. Он чувствует, что у нее холодные руки, и вспоминает, что купил ей шарф. Она достает его из сумки, держа в руках, говорит, знаешь, я собирался оставить его тебе. Но я подумал, что может быть он тебе не понравится. Он говорит, о, а потом достает брелок. Это маленький сувенир для тебя. Она берет его и радуется, когда видит. Она бежит и радостно прыгает, говоря спасибо. Пока он держит ее шарф. Позже, когда они возвращаются домой, она спрашивает, не собираешься ли ты посетить храм на Новый год? Он отвечает, да, с семьей. Она говорит, хорошо, я сообщу тебе время. До свидания, и убегает. Несколько дней спустя она пишет ему, что останется на ночь в доме Кобаяши. В ту ночь он пошел в магазин за выпивкой, но тут из-за угла появилась Хаюа. Он спросил, как тебя зовут? И Какава, верно? Там были и другие девушки. Сейчас они сидят в ресторане, а в настоящем Хаюа спрашивает у него номер Ямады. Подруга Хаюи вспоминает и Какаву и собирается что-то сказать, но Моко ее останавливает. Хаюа смотрит в свой телефон и видит сообщение от Ямады «Ты меня разочаровал». Подруга говорит «Оставь парня в покое», но Хаюа просит ее принести ему кофе, и она встает. Моко говорит «Я пойду с тобой». Когда они уходят, и Какава понимает, что этот парень собирается применить силу. Он садится напротив него и снова спрашивает номер Ямады. Моко все слышит. Прячась за стеной, и Какава вспоминает лицо Ямады и отвечает «Я не скажу». Хаюа спрашивает «Почему?» И он отвечает «Потому что я не хочу тебе говорить». Моко появляется и говорит «И Какава, проводи меня домой». Она говорит Хаюо, что они с Икакавой друзья. Когда они выходят, она говорит «Ты хорошо справился». Он отвечает «Хаюо неправильно поняла меня и Ямаду». Она говорит «Значит, я тоже могу держать тебя за руку, как Ямада». Затем она уходит и громко говорит «Я знаю, что она тебе нравится». Когда они подходят к ее дому, она спрашивает «Зайти не хочешь?». Он прощается и уходит. Выйдя, он звонит Ямаде, и она говорит «Ты редко звонишь». Они поздравляют друг друга с Новым годом. Моко заходит, и Ямада здоровается с ней. Он понимает, что это дом Кобаяши и что Ямада там. Тем временем Моко спрашивает, мусорные баки для тебя просто невидимы? Сегодня канун Нового года, и Какава с семьей идет в храм. Он думает, через полчаса я встречусь с Ямадой, когда моя семья уйдет. А что если это и правда Ямада? Его сестра говорит, это же Ямада, да? Он в шоке и думает, почему она всегда приходит раньше. Его сестра комментирует, это и правда Ямада. Спрашивает и Какаву, у нее есть парень? Он отвечает, не знаю. Она говорит, судя по тому, как она улыбается и постоянно смотрится в зеркало, она явно кого-то ждет. Он говорит, может быть. Кана говорит ему, чтобы он поздоровался с ней. Но он знает, что она хочет просто стоять и наблюдать. Она подталкивает его, и Ямада замечает его. Она подходит к ним, и Какава еще больше удивляется. Она поздравляет их с Новым годом. Мать Какавы говорит всем, что она одноклассница Какавы. Ямада идет с его семьей и говорит, не обращайте на меня внимания. Она подходит к Какаве и разговаривает с ним, пока Кана неловко улыбается.
улыбается. После посещения храма его семья уходит, и они остаются вдвоем. И Какава может пользоваться только одной рукой, поэтому Ямада берет его за руку и говорит: «Пусть наши желания сбудутся». Его сердце начинает биться быстрее, когда они подходят ближе друг к другу. После посещения храма они спускаются по лестнице. Она спрашивает: «Что ты загадал?» Он отвечает: «Просто пожелал, чтобы все осталось как есть». Они встречают его семью, и она прощается с ними. И Какава думает: «Ладно, еще немного, и мы встретимся снова». Перед тем, как отправиться в другое место, Кана говорит: «Мы еще увидимся». Она хватает его и пытается догнать Ямаду, чтобы произвести лучшее первое впечатление. Они начинают искать ее, и он замечает ее. Он зовет ее, но видит, что она жует что-то. Как она и сказала: «Я купил одну для тебя». Кана замечает его сестру и спрашивает, не хочет ли она зайти к нам. Та проглатывает еду и отвечает «да». Они идут домой. И Какава спрашивает, зачем она ее пригласила. Она отвечает, что просто нашла ее очаровательной. Кана спрашивает Ямаду: «Ты кого-то ждешь?» Ямада отвечает «нет». Она вспоминает, как Ямада вел себя раньше, и понимает, что он ждал и Какаву. Затем она спотыкается о столб и говорит: «У тебя действительно есть шанс». Они подходят к дому. Ямада снимает пальто, и Какава замечает брелок. Он думает, что Кана заметит его, и это будет нехорошо. Потом он пытается спрятать брелок, но Кана думает, что он пытается к ней подступиться. Она спрашивает: «Вы уже так близки?» Но потом понимает, что он пытался спрятать брелок. Позже она подает Ямаде новогодний суп. Ямада пробует его и говорит спасибо. Кана говорит: «Ты такой милый, когда ешь». Ямада отвечает спасибо. После того, как она заканчивает, Кана ставит посуду в раковину. Она спрашивает: «Как мне тебя называть?» Ямада отвечает: «Мои друзья зовут меня Деима». Кана спрашивает и Какаву, как ей называть Ямаду, и Ямада подыгрывает, чтобы подразнить его, что смущает и Какаву. После этого Кана показывает им обоим свой школьный альбом и достает альбом и Какавы. Ямада начинает рассматривать его детские фотографии. Она показывает свои школьные фотографии и Какавы. Ямада спрашивает: «А что насчет школьной экскурсии?» Кана говорит, что он никогда не ходил, и он отвечает: «Хватит уже». Кана говорит: «Я почти забыла. Мне нужно встретиться с друзьями, увидимся позже». И Какава замечает брелок. Он проверяет, не Ямада ли это, но убедившись, что это оставила Кана, надевает обувь и благодарит Ямаду за то, что тот дружит с Какавой, говоря, что она рада за него. Ямада останавливает ее и спрашивает, можно ли ему называть ее сестрой. Кана удивлена. Она отвечает, что только если он будет называть ее Анна-тян. Ямада видит брелок и говорит, что они с Каной купили одинаковые. Затем она моет посуду. И Какава говорит, что ей не нужно этого делать. Он собирается убрать альбом, но она идет за ним в комнату. Он собирается убрать альбом, но она выхватывает его у него. Она начинает рассматривать фотографии и замечает его. Они садятся рядом, и она спрашивает его о двух мальчиках на фотографии. Он говорит, что это его друзья детства, которые перестали общаться, когда пошли в частную школу. Ямада смотрит на его награды, и Какава думает, что это его прошлые достижения. Она замечает его книгу о серийных убийствах. Он говорит, что это о психологии убийц и тому подобном. Она подходит ближе и спрашивает: «Это что-то вроде психологии, верно?» А потом спрашивает, может ли он прочитать ее мысли. Но он говорит, что знает, что она не убийца. Она замечает журнал со своими фотографиями, и когда он пытается спрятать его, оказывается, что он лежит прямо на ней. Они оба смущены. Она отталкивает его и встает, говоря, что извиняется за то, что рылась в его вещах. И тут он думает, что все кончено, но слышит щелчок. Ямада фотографирует его на свой телефон и уходит. Он идет за ней, но она останавливается и говорит, что в следующий раз покажет ему свой альбом. Затем, попрощавшись, уходит. Он думает, неужели она только что пригласила меня? Не может быть. Теперь мы видим молодого Какаву, который ищет свое имя в списке. Но он узнает, что его друзья были зачислены в частную школу, а он нет. На выпускном вечере он выглядит грустным, потому что понимает, что больше не увидит своих друзей. Они разойдутся. В средней школе одноклассники пытались подружиться с ним, но увидев, что он читает книги об убийствах, стали его избегать. Он внезапно просыпается, и его воспоминания смешиваются с его снами. После этого, когда он кладет книги об убийствах в сумку, парень из манги, которую он вообразил, говорит ему, что люди будут бояться таких вещей. Он отвечает: «Пусть так, мне это нравится». Он выходит из дома, где его ждут мама и сестра. Он садится в машину, и они едут в школу. Добравшись туда, он выходит из машины, и Ямада встречает его. Теперь они вместе идут в класс. Ямада спрашивает его, где его брелок. Он достает его из сумки и говорит: «Вот». Она пристегивает его к рубашке. Он говорит: «Нам лучше поторопиться», и она отвечает «да». В этот момент он вспоминает все, что он пережил с ней. Затем он говорит: «Странно, в прошлом году я не хотел ходить в школу. Я часто оставался дома. Но теперь я больше не ненавижу школу. Это все благодаря тебе». В этот момент его книги об убийствах падают. Она поднимает их и отдает ему, не думая, что он странный. Он чувствует, что его приняли, и она обнимает его. Он тоже обнимает ее и говорит спасибо. Из его глаз текут слезы, и Ямада тоже плачет.
После этого они бегут в класс, потому что опаздывают. Появляется Моко, и они оба неловко отходят друг от друга. Моко спрашивает: «Эй, вы что, целовались?» И убегает. Ямада протягивает ему обертку от конфеты, но она пуста. Она говорит: «Да я пошутила, вот возьми конфетку». На этом прекрасная история заканчивается. Если хотите узнать продолжение, напишите в комментариях, что хотите вторую часть, и поставьте этому видео 1 000 000 лайков. Я буду читать все комментарии, и не забудьте подписаться. Вы, ребята, лучшие.